Всем привет! В этом видео я с вами хочу поделиться, как я готовила пряничный карусель. Если вам интересно, смотрите дальше. Карусель я готовила пряничного теста. Рецепт есть на канале, ссылку оставлю в описании. Распечатала на обычной бумаге вот такой шаблон, крыша для карусели. Взяла вот такую формочку, фольгу, и на ней буду выпекать крышу для карусели, чтобы она была не плоская, а вот такая немного согнутая. Пряничное тесто пролежало в холодильнике. Всегда надо продержать тесто в холодильнике примерно 10 часов. Пока тесто холодное, оно очень хорошо раскатывается, не прилипает к поверхности, не прилипает к скалке. Раскатываем тесто не слишком тонко. Вырезаем вот такой круг для крыши карусели по этому шаблону. Для крыши нужно не просто круг, а вот этот треугольник один надо вырезать, чтобы потом, соединяя края, получилась вот такая согнутая крыша. Ставим вот это тесто вырезанное на пергамент, потом на эту фольгу с силиконовой формочкой. Если есть какая-то другая форма, например, силиконовая форма полусфера, то можно выпекать в полусфере. Выпекаем, как и пряники, 170 градусов. До такого визуально видно, когда тесто стало сухое. Далее надо вырезать еще из теста другие детали. Вот эти плоские круги выпекаю на перфорированном коврике. Тогда они получаются ровные и красивые. Вот этот круг немного больше крыши по диаметру. Испекла крышу, только испеченный пряник еще мягкий. Поэтому, если где-то что-то не нравится, только испеченное изделие, можно еще немного где-то согнуть, пригнуть, обрезать. Вот такое мягкое еще подается. Потом при остывании становится твердое. Один вот круг у меня 20 сантиметров, второй 18 сантиметров. Вот эта крыша у меня 18 сантиметров в диаметре. А одному кругу я хочу сделать такие неровные края. С помощью вот такой формочки делаю вот такие краюшки. Бок для карусели я буду выпекать на коврике, который думан для кружева, чтобы на прянике осталось вот этот узор от силиконового коврика. Можно просто выпекать такую полоску. Чтобы вот эта полоска отпечаталась от коврика, я вначале выпекала на коврике какое-то время, пока тесто стало сухое.
Потом перенесла вот так на форму кольцо и выпекала вот в таком состоянии еще пару минут, пока тесто полностью было готово. Вот тесто немного прилипло к кольцу, ножом прохожусь, и оно хорошо отходит. Ну, конечно, чтобы оно не прилипало, можно сразу поставить между кольцом и тестом пергамент. Так надо испечь два таких элемента, так как сразу круг выпекать очень сложно, он будет прогибаться. Поэтому я выпекала два таких полукруга и потом соединяла. Вот так пергамент ставим, чтобы тесто не прогибалось, не согнулось. Ставим диаметром побольше кольцо, или можно тут еще поставить снаружи пергамент. Вот так отпечатался от коврика вот этот рисунок. Пока тесто теплое, можно обрезать нужного размера. Тут проверяю, подходит ли вот все эти детали. Далее надо выпекать саму эту ножку, на которой крепится крыша для карусели. Можно ее выпекать полосками и потом соединять, но я сразу выпекала вот такой трубочкой. На металлическую вот такую трубочку я поставила фольгу, накатала тесто и выпекала. Вот выпекала на такой трубочке, немного в процессе переворачивала эту трубочку, чтобы выпекалась со всех сторон, и более ровная трубочка получилась. Теплую трубочку снимаю с этой конструкции. И сейчас надо подровнять верх, низ. Пока теплая, можно ножом подрезать. Вот такая трубочка получается. Далее еще испекла вот разные детали. Вот так их выпекала, ставила на кольцо, так ставила в духовку на пергаменте и выпекала такие круги. Сразу теплые подрезаю, так как тесто еще мягкое, можно хорошо его подрезать нужного размера. Вот все, что надо укругленное, можно выпекать, вот так кольцо ставить на бок и выпекать. Вот такие косички из теста. Ставлю, смотрю, достаточно ли подготовки. Подрезаю нужного размера, обрезаю лишнее. В целом тут не особо все сложно. Сложно в самом начале понять, что, как выпекать. А потом в процессе не так уж сложно. Просто надо терпение все это довести до конца. Вот все тут испекла. Все детали готовы. Сейчас надо собирать карусель. Крепить можно на шоколад, можно на карамель. Я буду крепить на растопленном изомальте. Но, наверное, на карамели будет более удобнее, так как изомальт очень быстро застывает. Надо постоянно изомальт греть, чтобы он был горячий, чтобы успели все детали поставить, прежде чем изомальт застыл. Карамель, если просто растопить сахар, она будет более долгое время, такая еще жидковатая.
Вот когда испекла этот верхний круг, вырезала вот такое отверстие, чтобы можно было поставить ножку для крыши. Если где-то неровно, потом на терке можно, на мелкой самой терке, натереть, подровнять все детали. То, что нужно где-то укруглить. Потом, чтобы по бокам было не просто какие-то ровные там полоски, вот тоже с помощью молда сделала такие косички. Все детали я делала вот такие с помощью силиконовых молдов. И для крыши я еще отдельно вырезала круг такого же диаметра, как крыша, и поделила вот на эти сегменты, треугольнички, чтобы в конце, когда вот собираете карусель, был не просто круг сверху, а вот эти сегменты, треугольники. Порезала и тогда выпекала вот эту верхнюю часть. Еще вот такие бусинки. Тоже можно, конечно, использовать просто полоски, но чтобы было более интересней, я тоже вот с помощью молда бусинки сделала вот такие пряники, бусинки, на которых будет держаться лошадки. В целом тут все детали выполнены из пряничного теста. Тут нету ни шоколада, ни пластичного шоколада, ни мастики. Тут все детали – это пряник. Чтобы тесто для, например, лошадок сильно не надувалось при выпекании, я просто соду добавляю меньше, чем указано в рецепте. Все элементы, которые я готовила с помощью молдов, как я это делала, есть видео отдельное, где я показывала винтажные пряники. Там я показываю вот эти молды, как я их выпекаю. Ссылку оставлю с этим видео в описании. Далее всю вот эту конструкцию я крашу белый цвет, пищевой краситель жирорастворимый, разбавляю водкой и немного добавила голубого, чтобы он был не просто белый, а вот как бы немного где-то отражалось такой светло-голубой. Где-то голубой побольше, где-то поменьше. Где-то можно оставить, чтобы оставалось побольше коричневый. Это как бы делаем вот такой винтажный стиль. Потом покрываю пищевым золотом. И тоже не полностью, а где-то побольше, где-то поменьше. И в итоге вот такой карусель у меня получился. Добавила еще сверху карамельный шарик, там диод внутри. По бокам тоже вот такой диодовые лампочки. И получился как настоящая карусель. Результатом я довольна, мне очень понравился то, что получилось. И так как это все пряник, тут нету ничего другого,
вот кроме диодов. А все остальное, вот все эти детали выполнены из пряничного теста. Это пряничное тесто очень хорошо отпечатывается в этих молдах. С ним удобно работать, так как еще после выпекания тесто остается немного такая податливая, гибкая. И только после остывания тесто становится твердое. Если вам понравился видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте. Всем пока!